Всем привет! Это Вьетнам, город Nha Trang. Когда-то он был курортным, когда-то очень давно. Да, мы даже уже все и не помним, когда это было. А сейчас пустые улицы, все сидят по домам. И здесь во Вьетнаме жесткий локдаун, распространенный на всю страну. Где-то жестче, где-то легче. Кто-то сидит дома, поет песни, вот так вот. Вьетнамцы очень любят караоке. Они постоянно поют по вечерам, особенно. Тут на улицах вообще пустота. Я живу на севере Nha Trang, и при этом в таком районе, который полностью заблокирован. Вообще никуда нельзя сходить из этого района. Вот сейчас я только что увидел, что все улицы у нас полностью заблокированы. Вчера, сегодня, на днях, на этой неделе заблокировали полностью все маленькие переулки и большие улицы. Вот такие ленты везде висят. То есть даже маленькие такие переулки, они и то перегорожены. И никакими обходными путями из этого района не выйти. В центре города полегче ситуация, как я понимаю. Но проверить это мне сейчас никак нельзя, потому что здесь вообще абсолютно все заблокировано. Это студенческий район. Здесь расположены университеты с большими общежитиями. И в них содержат людей, которые контактировали с людьми, зараженными коронавирусом. Их сюда привозят на карантин, на длительный, на такой, на 2 недели или на 3, сколько их тут держат. Может и 5 недель. Я точно не знаю. Но несколько недель они тут содержатся. Вот эти общежития белые. Я сейчас тихонечко выходил проверить обстановку, можно ли мне отсюда выехать вообще. Ну вот я сейчас понял, что никак это нельзя сделать. Все дни практически я сидел дома не выходя. И вот сейчас вообще все заблокировали. Сейчас я возвращаюсь домой. Да, вот так заблокировано, никак не выехать. Да, вот это прикол. Okay, now I go to ask them if we can go out or no. Swinging and block everywhere. It's so dramatic. So you don't like this situation, yeah? Сейчас мы идем другой дорогой и еще посмотрим вот здесь. Здесь тоже находится пост. И вот сейчас подойдем вот к этому посту, он поближе к нам. И Тили спросит уже, как можно пройти через ограждение, можно ли это сделать. Вот этот пост перегороженный, естественно, здесь не проехать никак. Они вообще все перегородили. Но сейчас нам хотя бы спросить. Вот вьетнамка тоже стоит там, спрашивает, обсуждает, как можно пройти. Where? Where? Now he right here cannot. Don't understand anything. But there cannot too. The same will be. I will talk. Итак, друзья, идем на ту же позицию, где меня не пропустили. Сейчас покажу вам эту другой пост. Я там не заснял сейчас. That woman said that we have many cases here, this area, this, there, all, everywhere. Но здесь еще и содержат на карантине людей в этих общежитиях университетских. Здесь мы жили долгое время, вот в этом доме. Сейчас обратно пойдем, расскажу снова. I can't imagine this will be like this, like death, like all dying. Nobody could imagine, of course. And who created this virus still alive, you know, and enjoy. Who? Chinese. You know who? Chinese. Итак, сейчас Тили спросит, вот этот пост. Здесь теперь двойное переграждение. They don't let you go anywhere. We don't want to make difficult for you, but if we get you go out and it's not good, they said like this. You cannot. Said that this very high risk place and you guys cannot go out. You know this place, my friend. Gym? Yeah, open just few months and then now close like this. Really poor thing. But he will open later, or what? Or But he pay for rent. You understand? pay for rent big money. Of course. Of course, this miserable. Very miserable. I'm a singer and I cannot go to sing. It's like miserable life like this. Кому интересно послушать песни Тили, переходите вот здесь по подсказочке на ее канал. Итак, вот этот дом, где мы жили. И что здесь примечательно? Здесь вот это на первом месте кафе.
Здесь продают холодный чай, как у них принято. У And них that the police said even очень- you pass over this, they still have, and you cannot go. вьетнамцы очень любят продавать вот этот холодный чай со льдом. И что самое забавное, это, наверное, 5-я или 6-я смена владельца, когда менялись и открывали ровным счетом одно и то же. Один и тот же вид бизнеса. Чай со льдом вот здесь они открывали на 1-м этаже. Мы жили вот там на 2-м, такая студия здесь. И здесь вот небольшая такая парковка. Там еле-еле у нас байки помещались, когда все было заполнено. У меня немножко даже есть выпуск, как мы там жарили на гриле, вот на этом балконе. Я чуть не навел пожар. Там вообще такая история у нас была, стрёмная, конечно. Чуть пожар не случился. Но здесь все так выглядит тихо, закрыто. На самом деле все вот эти вот помещения, это работающие кафе. И все они были раньше открыты. Здесь было где-то больше людей, где-то меньше. Где-то играла музыка громче, где-то тише. Но здесь было очень шумно. Всегда много людей. Тот спортзал, про который Тили говорила, он тоже постоянно заполненный был. Здесь очень шумно, в общем-то, было. Особенно одни из очередных вот этих владельцев, которые открыли кафешечку, стали включать очень громко музыку, потому что у них не было посетителей, и они думали, что привлекут так людей, если будут очень громко включать. In this corner, many FO. Да, вот этот угол я как раз показал уже. Здесь прям вот зараженных нашли. But some people blocked in their building, they cannot go. At least we can walk here in our area, you know. Xin chào. Ôi nhồi nhồi. That boy said, what? Hello to aunt and uncle. That boy said, Call you uncle. polite, see, kind. Чтобы у вас вопросы не оставались, что мы тут просто так гуляем. Реально просто есть определенная проблема, срочно нужно попасть в центр. В общем, дела не очень радужные. Даже в этом магазинчике около дома нету продуктов, все закончилось практически. А вот какая-то машина. So we will buy what we need and bring to here, and they will buy for us. Okay, no need to make this. Let me cut your hair. Anyway, what you don't do. Like- Let me cut for you. How you I cut? can do. Today I try behind really. I really can do. What? Really, I can, Ilya. Let me try. I cut for you. Как думаете, стоит довериться непрофессионалу и дать Тиле мне подстричь волосы? Или все-таки дождаться, когда можно будет? Напишите в комментариях, стоит подстричься или нет. Сейчас я прочитал в новостях, что в Ничанг было направлено 300 военных для осуществления патруля и на помощь в стабилизации ситуации. Они следят, чтобы никто не выходил на улицу без необходимости, и покупают еду, и доставляют ее в дом людям. Ну, это так пишут в новостях, по факту неизвестно. Может быть, кому-то и помогают, но точно этих 300 человек не хватит на весь город. Но от чего же вся такая паника и почему они так все это блокируют активно? На данный момент в провинции Ханьхоа, где находится город Ничанг, зарегистрировано уже более 6 тысяч случаев заражения за весь период. Более 3500 из этого числа в самом Ничанге. Но в основном люди, конечно, выздоравливают. Больше 4000 человек уже выздоровели в провинции Ханьхоа. Но есть и погибшие, это 47 человек на данный момент. Но общее число заразившихся во Вьетнаме уже перевалило за 400 тысяч. И это число увеличивается изо дня в день. И вот сейчас был зафиксирован максимум в 17 тысяч человек, и за один день только заражений выявилось. Половина от всех зараженных находится в Хошимине. Там наибольшая концентрация людей в этом многомиллионном мегаполисе. Поэтому вирус продолжает там передаваться среди населения, несмотря на все меры. Еще, скорее всего, повлияло то, что люди ринулись покупать продукты очень массово после того, как объявили жесткие карантинные меры уже. Та же самая история, что и в Ничанге произошла. Я не знаю, зачем они так делают. Они объявляют о закрытии всех магазинов. Люди едут сразу скупать массово, и происходит вот как раз передача заражений в этот момент. Конечно, большее число людей выздоравливает от коронавируса, но смертей зарегистрировано уже более 10 тысяч за весь период. И это тоже на самом деле немало. Меры сейчас не ослабляют, проверяют на коронавирус
производят тесты активно. Ограничительные меры все больше и больше ужесточают. Патрули везде, везде блокпосты, никуда не выйти. Еще в новостях писали, что было оштрафовано с 10 июля в Ничанге около 1000 человек на сумму почти 80 тысяч долларов. Тоже так немало, учитывая, что люди без работы остались и без доходов. Буду и дальше держать в курсе событий. Спасибо тем, кто поддерживает, смотрят видео, лайкают. Спасибо тем, кто присылает донаты. В описании написано, как можно это сделать, кто хочет дополнительно помочь. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео.